В этом видео мы сделаем интересный столик. Мрамор, золото и эпоксидка. Куча технических сложностей, с которыми мы постараемся справиться. Также попробуем сделать подстолье из жидкой фанеры. Приятного просмотра. Столешницу я решил сделать из такой вот мраморной плиты, но вся фишка должна заключаться в изломе. И выглядеть это будет вот так. Но ко всему по порядку. Сперва я шлифую ее, для того чтобы убрать мелкие царапины и другие нюансы. Также на зашлифованную поверхность лучше ляжет смола. А куда же мы без смолы? Вообще эта плита изначально была отбракована, поэтому она мне и досталась. На ней очень много нюансов, и убираю их вот таким способом. И немного скругляю ребра, так как на них было очень много сколов. Теперь нам надо максимально естественно расколоть плиту на несколько частей. Я использую уже проверенный метод под названием сила притяжения. Как вы поняли, столешница будет выглядеть как такая разрушенная плита мрамора. И это напоминает мне сюжет одной забавной игрушки Eastward. В ней цивилизация начинает рушиться, и человечество оказывается на грани вымирания. Но один трудолюбивый шахтер и его таинственная спутница покидают безопасное подземелье и отправляются на поверхность. А что же их поджидает там, вы сможете узнать уже в ноябре этого 2020 года, так как именно на эту дату запланирован мировой релиз. Лично я очень жду выхода этой приключенческой игры с элементами RPG под названием Eastward, так как она очень напоминает те добрые игрушки из детства. Скачать ее можно будет на Steam и Nintendo eShop. А мы продолжаем. Для того, чтобы понять, нравится ли мне полученная мозаика, я раскладываю композицию. Не так. Вот так, поровнее. А теперь предстоит сделать излом золотым. Тут у меня было два варианта: золотая патина и поталь. Первый вариант, конечно же, проще, так как наносится быстро и уже привычным для меня способом, но выглядит не особо. Поэтому пробуем второй вариант. На торец намазываем специальный клей и кладем тончайший лист потали. В итоге выглядит вот так. А вот вам наглядное сравнение. Мне определенно нужен второй вариант, так как финальный результат я представлял именно таким. Как вы видите, этим я и занят. В итоге вот что вышло. Я вполне доволен результатом. Осталось слегка почистить вот такие вот места, и можно смело раскладывать в опалубку, которую, конечно же, надо сперва сделать. Поскольку у меня множество всяких обрезков оргстекла и лазерный станок под рукой, я их потихоньку перерабатываю в опалубку. Да, это недоступный для большинства способ, но в своих роликах я показал уже более 10 вариантов различных опалубок, на любой вкус и бюджет, и покажу еще не один вариант. Конечно же, если вы подписаны на канал и нажали на колокольчик. А после того, как лазер сделал большую часть работы, приходится все же поработать немного руками. Прихватываю уголки клеевым пистолетом. Всю внутрянку хорошенько обрабатываю разделительным составом. Это воск в спрее. Если занимаетесь подобными заливками, особенно рекомендую, очень удобная штука. Затем раскладываем уже позолоченную композицию и хорошенько промазываем стыки герметиком. Когда все уже готово к заливке, разводим смолу. Ссылки на все используемые материалы, как всегда, есть в описании ролика. Когда два компонента в нужной пропорции уже залиты в ведро, размешиваем их вот таким способом. Обязательно слева направо. Конечно же, это шутка, мешать надо тщательно, и конкретно этот состав я мешаю миксером, так как он очень жидкий и все пузырьки гарантированно выходят самостоятельно. Для того, чтобы усилить эффект разлома, я решил добавить в заливку небольшие кусочки потали. Они практически не имеют веса и остаются точно на тех местах, куда ты их и кладешь. В этом плане очень удобный материал для работы. В итоге разлом с поталью выглядит вот так. Ну и пока смола сохнет, мы занимаемся подстольем. В основе будет стоять элементарный силовой каркас из металлопрофиля, а дальше все намного интересней. Я беру лист фанеры и хорошенько вышлифовываю его. Затем темной морилкой придаю цвет.
Поверх морилки кладу прозрачную грунтовку. И когда она уже высохла, вручную, используя абразивную губку, убираю весь ворс и замотовываю поверхность. А тут, как вы видите, мне надоело тереть вручную, и я взял машинку. Просто изначально я боялся протереть слой грунтовки и в итоге получить светлое пятно. Но, как известно, лень двигатель прогресса. И все отлично получилось. А получилась у нас поверхность, которая готова к финальному нанесению прозрачного матового лака. Но этим мы займемся немного позже. А теперь клеим на эту поверхность самоклеющуюся бумагу. Совсем немного терпения, скоро все станет на свои места. С обратной стороны листа мы наносим клей ПВА. Хорошенько размазываем его по всей поверхности и на него уже кладем обыкновенную тонкую ткань. Опять немного все промазываем клеем для того, чтобы не осталось ни одного сухого места. Когда ПВА высох, переворачиваем заготовку. И уже со стороны бумажной наклейки начинаем делать вот такой узор. При помощи ЧПУ и конусной фрезы под 60 градусов. В итоге программа настроена так, что фанера не дорезается совсем чуть-чуть, примерно на полмиллиметра. На этом, собственно, и держатся все треугольники. Ну и немного на ткани, которая, как вы помните, приклеена на нижний слой. В итоге мы имеем прямоугольную полосу из равносторонних треугольников. Все эти углубления я обрабатываю наждачкой, а поскольку их не одна сотня, на это ушло около дня работы. И уже на следующий день покрываем эти бороздки прозрачным грунтом. И уже теперь покрываем предфинальным слоем золотой патины. Когда патина высохла, можно отклеивать сотни вот этих наклеек, которые, как вы помните, получились из одной большой наклейки, которую мы изначально приклеили. И уже теперь картинка потихоньку складывается. Как минимум становится понятно, для чего это делалось. Но, как вы помните, мы еще приклеивали ткань с обратной стороны. Но об этом еще немного позже. А теперь покрываем панель финальным слоем матового лака. И в принципе фасад готов, так он и будет выглядеть. Осталось придать ему форму. На основание кладем наши панели. В целом, как вы видите, технология работает, но конкретно для этого изделия не подходит. Так как я хотел, чтобы эта деревянная скатерть полностью огибала каркас. А так как панель получилась очень жесткая, я решил сделать ее более податливой. Для этого я оторвал все треугольники от основания и решил их приклеить на стекломат, который в дальнейшем собирался пропитать смолой. И тут же положить на основание. Скатерть приняла бы нужную форму, смола застыла, и в итоге я бы получил задуманный результат. Конечно же, эта технология не придумана мной. Лично я очень много фишек подчеркиваю у других мастеров и с удовольствием их применяю в своих проектах. Особенно хотелось бы отметить прямые эфиры, которые ведет Александр Брюкнер. Большое ему за это спасибо, смотрю с огромным удовольствием и вам очень советую. Ссылку, конечно же, оставлю в описании. Но тут опять косяк. Приклеив пару треугольников, я понял, что на стыках будет виден стекломат, и в итоге все это смотрелось бы ужасно. На все эти переделки ушел не один день, и желание экспериментировать дальше у меня откровенно пропало, так как эти треугольники уже мне снились. Поэтому оставляю проект на стадии концепта, но обязательно вернусь к этой технологии в будущем, когда немного отдохну от него. Обязательно пишите ваши идеи по реализации такой технологии. С удовольствием почитаю, возможно, вместе что-то придумаем. А вы берегите себя, свои нервы, хорошего настроения и добра от топора.